Летом 1968 года успешный бизнесмен Дуглас Грёнстед, казалось бы, жил идеальной жизнью. У него была любящая жена Барбара и две чудесные дочери, которые были для него всем. В тот день, когда он собирался отправиться на охоту, он обнял свою семью, поцеловал дочерей и обещал вернуться через 2 недели. Однако это обещание оказалось последним, которое он дал своим близким. Когда Дуглас не вернулся в назначенный срок, Барбара начала волноваться. Сначала она думала, что он задерживается из-за плохой погоды или каких-то непредвиденных обстоятельств. Но когда прошла неделя, ее тревога переросла в отчаяние. Она обратилась в местную полицию, которая начала поиски. Вскоре к ним присоединились ФБР и Национальная гвардия, но все усилия оказались безрезультатными. Дугласа искали в лесах, на реках и даже в близлежащих городах, но ни одной зацепки не нашли. Барбара не могла смириться с мыслью, что ее муж пропал без вести. Она часто вспоминала, как Дуглас всегда был опытным охотником, который не раз отправлялся в лес в одиночку. Она не могла поверить, что с ним могло что-то случиться. Время шло, и, несмотря на все усилия, поиски не принесли результатов. Семья была вынуждена смириться с потерей, хотя надежда на его возвращение никогда не покидала Барбару. На самом деле, в то время как его семья искала его, Дуглас Грёнстед совершенно спокойно вышел из леса. Он направился в соседний штат, где, воспользовавшись украденной личностью одного из своих клиентов, представился как Ричард Морли. С помощью поддельных документов он смог получить все необходимые бумаги для новой жизни. Дуглас начал все с нуля, нашел работу, завел новых друзей и даже новую семью. Прошло 50 лет, и он ни разу не пытался связаться с Барбарой и дочерьми. Он жил так, словно никогда не существовал в их жизни. Но в конце своей жизни, осознав, что не сможет скрываться вечно, Дуглас решил написать записку, в которой признался во всем. Он объяснил, почему ушел и как его решение повлияло на его семью. Когда агенты ФБР принесли эту записку Барбаре, она была шокирована. В ней говорилось о том, что Дуглас не мог больше жить с чувством вины и страхом, что его тайна когда-нибудь раскроется. Он описывал, как его жизнь с новой семьей была полна счастья, но в то же время он испытывал угрызение совести за то, что оставил своих близких. Барбара не могла поверить в то, что ее муж, с которым она провела 15 лет, просто ушел и построил новую жизнь. Она чувствовала себя преданной и опустошенной. Ее дочери, теперь уже взрослые женщины, также были разочарованы и не могли простить отца за то, что он оставил их без объяснений. Мотивы Дугласа остались для них загадкой. Почему он выбрал такой путь? Почему не попытался вернуться, когда у него появилась возможность? Эти вопросы терзали Барбару и ее дочерей до конца их дней. Они не могли понять, как человек, который когда-то был частью их жизни, мог так легко отказаться от них. История Дугласа Гринстеда – это не просто рассказ о пропаже человека. Это история о предательстве, о том, как легко можно разрушить жизни других ради своей выгоды, и о том, как трудно бывает принять реальность, когда она оказывается слишком жестокой. Лишь время могло бы помочь Барбаре и ее дочерям справиться с этой утратой, но память о Дугласе всегда оставалась с ними как тень, напоминая о том, что иногда даже самые близкие люди могут оказаться чужими. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.